Здравствуйте. Энергетическое устройство человека – это сплошное движение. Энергия течет, где-то ее больше, где-то ее меньше, где-то она прибывает, где-то она наоборот расходуется, и где-то она выводится за пределы нашего энергетического тела, и где-то она поступает. Вот выводится и поступает она через определенные точки, то, что называют акупунктурные или энергетические точки. И эти точки являются оконечностями каких-либо каналов, которые ведут и подают энергию к тем или иным органам, или к тем или иным энергетическим узлам, или таким подсистемам. Что из себя представляют эти энергетические точки? Это та же поверхность всего нашего энергетического тела, только с большей частотой колебания. Это как мембрана, которая больше вибрирует. Она может пропускать, может в большей степени передавать. И она как ворота. Ворота, которые пропускают энергию. Либо внутрь, либо наружу, либо вовнутрь и наружу. И эти точки, по-хорошему, должны быть всегда открыты и активны. И хорошо работать. Но, к сожалению, так как человек не очень сильно задумывался о энергетическом своем аспекте всегда, в исторических таких масштабах, то многие точки были ему не нужны, и они перестали работать. Также мы в большой степени очень опираемся на наши инструменты, на наши искусственно сделанные механизмы, на наши, например, очки. Да? Как только у нас начинают проблемы возникать со зрением, мы сразу же надеваем очки. И они, как костыли, начинают заменять наше зрение. И тогда энергия, которая обеспечивает наши глаза, начинает идти на убыль, потому что не требуется большого обеспечения. Тогда и какие-то точки, какие-то каналы начинают деградировать. И так далее. Таких примеров можно привести очень много. У детей они активны до определенного возраста. Но под воздействием собственного опыта, под воздействием социума, они становятся не нужны все в большей и большей степени и начинает затухать работа их. Мы же будем с вами точки эти активизировать. Те, которые нам в первую очередь нужны, мы с них и начнем. Первая, которая у нас сейчас стоит на повестке дня, это точка Байхуэй, которая находится там, где у младенцев родничок. До того, как кости черепа начинают срастаться, швы закрываться, все больше и больше, эта точка начинает менее и менее быть активной. А кроме этой точки есть вся область, которая называется небесные врата. И для того, чтобы работать с энергией, которая приходит сверху, нам нужна эта точка, нам нужно ее активизировать. Над этим мы будем работать в нашем третьем этапе, очень активно будем там заниматься, прямо этой областью головы. А сейчас мы будем улучшать на физическом плане эту область. Будем улучшать кровоснабжение и увеличивать чувствительность в этом месте. Для этого мы будем использовать одно из упражнений, которое пришло к нам из монастыря Шаолинь, из древнего трактата Си Сю Цзин. Это тот трактат, который был изначально преподнесен первым патриархом монастыря Шаолинь, Бодхидхармой, Дамо его звали. И включим его в состав наших подготовительных упражнений. И уже к третьему этапу у нас будет эта область достаточно активна. Давайте начинать. Это упражнение выполняется стоя. Стопы на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки вдоль тела. Расслабьтесь и на вдохе поднимите руки через стороны и наложите их на голову в районе точки Байхуэй. Причем мужчины накладывают левую руку снизу, правую сверху, а женщины наоборот. Надавите ладонями на голову с усилием примерно в 2-3 килограмма. Это похоже на вес кирпича. Не сдвигая с места ноги, разверните тело влево на 30-45 градусов. Начните делать круговые массирующие движения по часовой стрелке, при этом сохраняя давление руками на голову. Колени и шея в такт движения рук слегка проседают, амортизируют давление. Причем ладони не скользят по коже,
А эта кожа вслед за ладонями движется по черепу. Кожа отделяется от черепа. Сделайте 9 вращений ладонями. После этого верните тело в исходное положение и потом мысленно вместе с движением рук сбросьте усталость и тяжелые ощущения в землю. То же самое повторите с поворотом в другую сторону. Еще раз наложите ладони на точку Байхуэй и теперь 9 раз создайте вертикальное давление, примерно в 2 кг на область небесных врат. При этом колени и шея чуть-чуть проседают, амортизируя давление. Снова сбросьте отработанную энергию вниз. Найдите у себя на голове 2 точки. Если вы их правильно определили, то при надавливании на них возникает неприятное ощущение. Соберите пальцы в форму иньского меча и снова через стороны наложите пальцы на эти 2 точки. При этом локти должны смотреть максимально вверх. Создайте давление на точке в 2-3 кг и сделайте 9 сверлящих давящих вращений снаружи вовнутрь. Снова отправьте отработанную энергию в землю. Еще раз наложите пальцы на эти точки и создайте 9 давящих усилий. Колени и шея амортизируют это давление. По завершении отправьте усталость и отработанную энергию в землю. Понаблюдайте, как активно стала область небесных врат, как стала там двигаться кровь и энергия.